Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим самый любимый торт Наполеон с тонкими коржами и большим количеством вкусного заварного крема. Сначала берем 380 граммов просеянной муки и натираем на крупной терке 200 граммов сливочного масла. Масло должно быть охлажденным. Теперь всю массу нужно перетереть в крошку. Дальше берем 125 мл ледяной воды, добавляем одно взбитое яйцо, перемешиваем и добавляем 1 столовую ложку уксуса. Все смешиваем и выливаем в крошку. Очень быстро замешиваем тесто. Долго вымешивать не нужно, нужно соединить все ингредиенты вместе. В процессе вымешивания я еще добавила 20 граммов муки. Поэтому, если у вас сильно липнет тесто, можете немножко добавить муки. Сформированное тесто теперь делим на 12-13 ровных частей. Присыпаем досточку мукой и формируем шарики. Обваливаем их в муке. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на 1 час. А пока тесто стоит в холодильнике, приготовим заварной крем. Берем 3 крупных или 4 маленьких желтка. Добавляем примерно 50 граммов сахара и хорошо перетираем венчиком. Затем добавляем немножко молока, примерно 100 мл. Все перемешиваем и добавляем 35 граммов муки и 35 граммов кукурузного крахмала. Все хорошо перемешиваем, чтобы масса была однородной и не было комочков. Дальше на плиту отправляем остальное молоко. Добавляем 150 граммов сахара. Помешиваем и греем молоко, пока оно не начнет закипать. Затем тонкой струей вводим яичную массу, постоянно помешивая. Варим крем на маленьком огне до первых пузырьков. Как только крем начнет закипать, снимаем с плиты. Затем переливаем крем в другую посуду. Добавляем 10 граммов ванильного сахара. Перемешиваем, накрываем пищевой пленкой в контакт и даем остыть до слегка теплого состояния. 1 час прошел. Достаем 1 шарик теста, присыпаем стол мукой и по необходимости тесто. Раскатываем очень тонко. Дальше аккуратно переносим на противень, застеленный пергаментом. И вырезаем круг диаметром примерно 22 см. Остатки теста также выпекаем. Будем делать из них крошку, чтобы посыпать торт. Чтобы тесто не вздувалось, прокалываем его вилкой и ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут. Режим верх-низ конвекции, но ориентируйтесь по своей духовке. Вот такие красивые, очень тонкие золотистого цвета коржи получаются. Пока мы выпекали коржи, наш крем остыл. Он слегка теплый. Нам нужно добавить 100 граммов мягкого сливочного масла. Я его заранее достала из холодильника. Хорошо вымешиваем крем до полного растворения масла. А из обрезков коржей делаем крошку. Наши коржи полностью остыли, можно их перемазывать кремом. Я распределяю примерно по 3 столовые ложки крема на каждый корж. Есть разные варианты приготовления Наполеона, но этот мой самый любимый. Коржи очень тонкие, очень много нежного крема. Торт хорошо пропитывается и получается очень сочным. Весь торт смазали кремом, также хорошо промазываем бока торта и даем минут 10-15 постоять, чтобы коржи просели. И только потом посыпаем крошкой весь торт и отправляем минимум на 12 часов в холодильник пропитываться. После того, как торт пропитается, он немножко просядет и увеличится в диаметре. Вот такой замечательный, очень вкусный, нежный домашний Наполеон получается.
Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Этим вы поддержите мой канал. Приятного аппетита, хорошего настроения. Всем пока!